Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу очень популярную модель сумки от Prada. У модного бренда она связана из тонкой пряжи, чаще всего из рафии. Предлагаю посмотреть, что получится, если выполнить ее из толстой пряжи. У меня трикотажная пряжа фирмы Biscuit. Характеристики моей пряжи: 100% хлопок, в 100 метрах 330 грамм. Цвет малави. Для вязания сумочки я приготовила 2 мотка пряжи, крючок номер 6, 4 маркера, ножницы. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя необходимых инструментов и материалов я, как всегда, оставляю в описании под этим видео. Туда же добавляю свой промокод на скидку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Свой моток пряжи я устанавливаю в корзину-клубочницу. Можно установить моток на любую опору, для того чтобы нить в полотно поступала ровной лентой, не перекручена, для аккуратного и ровного вязания. Также перед вязанием нить буду подтягивать, для того чтобы она становилась плотнее и меньше тянулась уже в готовом изделии. То есть изделие будет более жесткое, стабильное, будет лучше держать форму, если предварительно ниточку подготовить. Я набрасываю нить на крючок, короткий край нити перед работой, подхватываю рабочую нить и протягиваю в образовавшуюся на крючке петлю. Далее слежу за подачей нити. Нить на пальце всегда скруткой вверх. Создаю цепочку из 30 воздушных петель. Пересчитываю и проверяю точки для провязывания. Это задняя перемычка косички из воздушных петель. У меня должно их получиться 30. Теперь сейчас отсчитываю 9 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю буду вставлять крючок и провязывать столбик с одним накидом. Делаю накид, вставляю и провязываю. У меня получилось первое окошко. Таких окошек в ширину заготовки у меня будет 8. Далее провязываю 2 воздушные для симметрии. Снова накид. 1, 2. В 3-ю точку для провязывания вставляю крючок. Столбик с одним накидом. Второе окошко. Снова 2 воздушных, накид, 1, 2 в 3-ю точку, провязываю столбик. Так до конца ряда. 8 секций узора готово. Теперь мне нужно подняться на следующий ряд. Провязываю 5 воздушных, 3, 4, 5. Переворачиваю вязание и продолжаю вязать столбики с одним накидом в соответствующие точки. Накид, провязываю столбик с одним накидом, снова 2 воздушные для симметрии узора, накид. И снова в основание предыдущего ряда, где был провязан такой же столбик с одним накидом. Вот что у меня получается. Так вяжу до конца ряда. В конце каждого ряда снова 5 подъемных петель, переворачиваю и вяжу новый ряд. Последний столбик этого ряда мне нужно провязать для симметрии, отступив 2 воздушные. Здесь 2 воздушные уже провязаны. 1, 2. В 3-ю точку провязываю столбик с одним накидом. Вот, обращаю ваше внимание. Далее точно так же 5 подъемных, переворачиваю
Поправляю подачу нити, накид и точка, соответствующая столбику прошлого ряда. Готово. Здесь на краях детали у меня не столбики с одним накидом, а воздушные. Поэтому, когда подхожу уже непосредственно для провязывания, я беру и провязываю в точку 1, 2, третью от предыдущего столбика. Так ряд за рядом до необходимого размера детали. Размер детали обусловит размер изделия на ваше усмотрение. Вяжу нужное количество рядов. Сейчас у меня провязано 11 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Имею такую деталь, она еще разгладится и расправится. Перехожу к обвязке. Петля подъема, далее в угловое окно столбиками без накида, 2 столбика, далее в точку, которая относится к ряду. Снова в окно 2 столбика. И далее точка, которая относится непосредственно к вязаному ряду. И так дальше. 2 столбиками в окно. И снова привязываюсь в точку ряда. Так по всему периметру. В угловых точках провязываю 5 столбиков в окно. Первый ряд обвязки провязан, выхожу на второй ряд. Вставляю крючок в кромочную косу за обе дужки и без соединения рядов перехожу на спиральное вязание рядов. В одну точку 1 столбик без накида. В угловых точках я провяжу по 2 столбика в одну точку для плавного перехода. Готово. И продолжаю обвязку второго ряда. Второй круг обвязки завершаю последним столбиком. Он находится перед первым столбиком этого ряда. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и в следующую кромочную косу увожу нить, возвращаю в исходную петлю и прячу на изнанке. Таких деталей мне нужно 2 штуки совершенно одинаковых. Вяжу вторую, после чего расправляю, отпариваю с помощью влажной хлопчатобумажной ткани и утюга. И перехожу к вязанию донышка. У меня готовы 2 одинаковые детали. Еще раз повторюсь, я хорошенько расправила и отпарила с обоих сторон. И на данном этапе размер детали составляет по короткой стороне 26-27 сантиметров, по длинной стороне 32 сантиметра. Откладываю их в сторону, перехожу к вязанию донышка. Накидываю нить на крючок, создаю первую петлю и провязываю 9 воздушных петель. После чего вяжу ряд столбиками без накида в заднюю перемычку. Первую оставляю на подъем и пропускаю ее. Далее вставляю крючок, оставляя на лице кромочную косу. Столбики без накида, контролируя подачу нити. До конца ряда их должно получиться 8.
Последнюю 8-ю точку делаю добавление, то есть провязываю еще один столбик без накида. Узелок можно распустить для того, чтобы не было уплотнения. И нить просто подтянуть. Готово. Петля подъема, переворачиваю. И тот столбик, который я добавила в начале ряда, мне нужно убрать. То есть просто провязываю мимо него. Первый, вот он. Следующий за обе дужки кромочной косы. То есть количество столбиков в ряду у меня неизменно. Их 8. В каждом ряду в конце ряда я делаю добавление, но в начале ряда просто его пропускаю. Таким образом, количество столбиков не меняется, но это дает мне ровный край с одной и с другой стороны, который будет удобный для пришивания без зазубрин. Вот последняя точка, 8-я, провязываю столбик и сюда же еще один. Далее петля подъема, пропускаю добавленный столбик и так ряд за рядом, туда-обратно, туда-обратно. С этого ряда здесь 8-я точка, последняя, провязываю в нее, а потом делаю добавку не в нее, а в 2 крайние нити. То есть фактически добавляю, провязывая в край столбик. И снова в начале ряда его буду пропускать. Продолжаю до необходимого размера. Сейчас у меня провязан 81 ряд. Я прекращаю навязывать ряды, так как нити у меня осталось только на сшивание деталей. Ширина донышка 10 сантиметров. Напоминаю, 8 петель в ширину. Здесь на деталях передней и задней части я уже вставила маркеры. От маркера до маркера у меня по 81 петле. То есть столько же, сколько провязано рядов. Они должны совпадать. Донышко будет немного утопленным. Итак, я прикладываю детали таким образом, что изнанка передней части у меня должна совпасть с лицом донышка. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы, подхватываю петлю рабочую, вывожу. Далее следующая точка, соответствующая ей точка. Начинаю пришивание соединительными стежками. Еще раз обращаю внимание, к изнаночной части лицевой детали прилегает лицевая часть боковой детали. К изнанке лицо. Вставляю крючок. Каждой петле лицевой части передней соответствует один ряд боковой части. Продолжаю пришивание до маркера. У меня последняя точка. Удаляю маркер, вставляю крючок в намеченную точку, делаю соединительный стежок и соединительными стежками перехожу по толщине донышка на другую сторону для пришивания зеркальной детали. Здесь также вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Здесь с этой стороны удаляю маркер, вставляю туда крючок, подхватываю петлю, вывожу на лицо и продолжаю пришивание тем же самым способом. К изнанке передней части прислоняю лицевую часть донышка. В соответствующие точки ввожу крючок и прохожусь соединительными до маркера. С этой стороны аналогично. Я вставляю крючок в последние точки для пришивания и перехожу на обвязку края, чтобы с одной и с другой стороны было одинаково.
Здесь вытягиваю нить, у меня остается последний стежок, я делаю имитацию соединения. За косу обвязки и возвращаю нить в исходную, после чего прячу кончики. Вязаная часть сумки закончилась вместе с окончанием второго клубка пряжи. Если запас пряжи у вас больше или вы вязали меньшее по размеру изделия, точно так же можно связать и ручки для этой сумки. У меня пряжи не хватило, поэтому я очень просто выйду из этой ситуации. Сумка получилась очень стильная и необычная. У оригинальной модели здесь вывязан плотный треугольник, но я не стала его вязать и ни капли не пожалела. Размеры готового изделия по глубине порядка 40 сантиметров. По ширине 36-37 сантиметров. Прекрасно бы смотрелась связанными ручками, но мой результат тоже меня радует. У меня кожаные ручки на болтах. На изготовление сумки пошло ровно 2 мотка трикотажной пряжи бисквит. Я уже вложила туда ткань, так как собираюсь сшить подкладку мешок на утяжке. Будет очень функционально и удобно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!